Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня на календаре последний день апреля, друзья мои. Да, последний день апреля, 30-е, 25-й год. Да. Потери рашистов сегодня очень символичны и очень интересны. Значит, сначала расскажу пару слов о китайцах, которые воевали за рашистов. Прежде всего, конечно, само государство Китай их в жизни никуда не посылало. Это наемники. Надо сказать, что есть китайцы, кстати, которые воюют за нас, например. Просто в силу того, что, как говорится, там ближе к рашистам, то понятное дело, что гораздо больше китайцев воюют за них. Это наемники. Все наемники, то есть вопрос в деньгах. Да, так вот интересный вопрос по тем, кто воюет за Россию. Они давали интервью в Киеве, тут журналисты, пленные имеется в виду, да, вот эти, что попались. Журналисты им задавали вопросы, в частности, в том числе и по состоянию российской армии, как они себя чувствовали там, что за армия и так далее. Они же могли сравнить, поскольку до этого они служили в китайской армии. И один из них вообще так очень интересно сказал о состоянии российской армии посмешище. То есть он сказал, что его поразило в российской армии, это жестокость по отношению друг к другу. Это глупое управление, это идиотская логистика, отсутствие заботы командиров о подчиненных, то есть там какая-то ненависть между ними происходит. И общая бестолковость командования, которое шлет на забой, собственно говоря, не задумываясь, сколько там людей погибнет и как. Даже для китайцев все это было слишком. Вот так, чтобы вы, собственно, понимали, откуда на российской армии вот такие вот потери. А теперь к потерям непосредственно. 1100 за прошедшие сутки, всего 951 960. И вот сейчас мы это просто дело посмотрим, чтобы вот слова этого китайца подтвердить. Мы посмотрим по танкам и по бронемашинам. Смотрите, один танк 10 729 всего. И один бронетранспортер 22 353 всего. То есть, практически вот эти вот чмобики ходят сейчас в атаку без привлечения какой-либо бронетехники. Тупо на забой. И вот это уже у самих рашистов, скорее всего, должны быть какие-то вопросы по этому поводу. А что происходит? Почему происходит такая вот ударная утилизация? Кому это надо? Почему это так? Но они помирают молча. Да. 11 пушек так за вчерашний день тоже было отминусовано. И одна единица РСЗО, какого типа, я вам не скажу. Всего 1374. И, как обычно, что вам, друзья, сказать, естественно, куча шахедов по нам летела. По нам даже сегодня утром летело, вы все прекрасно это знаете. Долетели аж на запад страны. Да, за вчерашние сутки было сбито 112 штук, всего 34 289. То, что они летели сегодня на запад Украины, это говорит о том, и знаете, очень многие петляли. Это говорит о том, что они вынюхивают ПВО и готовят к очередной ракетной атаке. Очень даже может быть, что они эту ракетную атаку, первые числа мая могут организовать, исходя из того, что они вот сейчас по таким траекториям дроны слали, да? Чтобы поставить наших, знаете, в такое затруднительное положение. Они атаку проведут, а потом они объявляют, видите ли, перемирие. Да? Угу. А потом мы шарахнем назад, они нас обвиняют в том, что мы перемирие типа сорвали. Вы же понимаете, где Россия, там и подлость. Да. И потери по автотехнике. 179 штук. Это блестяще. То есть речь идет о том, что это не бронированная вся техника, это все практически какие-то буханки, гольфкары, грузовики, там зилушки, 66-е газоны, да, и так далее. Вот они на чем сейчас ходят в атаку, то есть на небронированной технике их посылают в один конец, а авось хоть кто-то за какой-то там куст где-то зацепится. Не получается, как правило. Всего 46 611 и 9 единиц спецтехники. Вот это хорошие штуки. Значит, это могут быть, скорее всего, все-таки какие-то рэбы и так далее. То есть то, что не учтено в других видах потерь. Это может быть либо тяжелая техника для выдергивания танков. Кстати, у них вот повыбивали сейчас тягачи танковые, очень серьезно наши повыбивали. И
Они сейчас даже уже примастерили БМП, переделывали ее под тягачи. Но она такая БМП, она же легкая сама по себе. Она может вытянуть только технику, которая там весит до 14 тонн. Танк она не вытянет. Соответственно, когда ты переделаешь БМП в тягач бронированный, ну, это говорит о том, что с тягачами дело плохо. Да. Вот, и мы видим, что 9 штук за вчерашний день разбили. Вот. Ну, будем надеяться, что это все-таки рэбы. Рэбы все-таки в первую очередь, потому что это вещи очень дорогие. Вот, хотя и тягачи тоже сгодятся. Всего 3869.